Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко, дача, сад, огород, цветы. Мы снимаем очередное видео, и это видео связано с теми новшествами, которые связаны с выращиванием картофеля. Не только раннего, сегодня знак Тельца, и мы высаживаем картофель. А этот опыт, кстати, именно вот такого, то, что мы вам сейчас расскажем, это делали родители Александра. Они делали это в год засухи, это было уже такое, это не первый раз. И поэтому, получив хорошие результаты, мы тоже, кстати, делали, но не было возможности ни фотоаппарата, это те годы, когда не было возможности снимать. Так вот, мы использовали это, получили результат, и сегодня продолжаем это делать, вспоминаем, достаем все эти знания, опыт и предлагаем вам поделиться этим важным уже использованным опытом. На этом участке мы выращиваем картофель уже много лет. Благодаря использованию сидератов, именно зеленых, богатых удобрений, на этом участке почва не утомляется от выращивания картофеля. Зеленые удобрения и другие органические удобрения, которые мы используем при выращивании картофеля, позволяют нам получать экологически чистый картофель. Кстати, если хотите узнать, как мы выращиваем картофель и какие зеленые удобрения используем, какие сидераты выращиваем под картофель, заходите в папку «Картофель», или же на нашем канале есть папка «Плейлист зеленые удобрения». Там тоже можно очень много интересного найти для того, чтобы убедиться в том, что зеленые удобрения – это очень хорошие удобрения для того, чтобы выращивать экологически чистый картофель и содержать почву в хорошем, здоровом состоянии. Ну вот, начинаем мы работы прежде всего с помощью мотоблока. Уже 26-го как раз установилась теплая погода, и 26-го почву вспушиваем, делаем ее пушистой. У нас суглинки, поэтому вот этот агроприем мы постоянно используем. Раньше, когда в течение года выпадали дожди, мы высаживали картофель в лунки без нынешнего дополнительного агроприема. В почве на глубине метр и более сейчас у нас нет никакого запаса влаги. Он просто отсутствует. Земля цементная, даже прокопать больше 2 штыков невозможно. Прошлогодняя засуха продолжается. В наш регион осадки просто не доходят. А то, что доходит, это мизер, который за день-два просто-напросто улетучивается в воздух. Поэтому вспоминаем опыт родителей Александра. Суть этого агроприема в том, что нужно создать запас влаги для картофеля на время его начальной стадии вегетации. Потом мы уже используем капельное орошение, но в начальной стадии обязательно это нужно использовать. И плюс этого приема в том, что на клубнях более активно развиваются корешки, и они тянутся к влаге вниз. Вот эта влага находится в нижнем слое почвы. До момента всходов могут быть еще и заморозки. Это время картофель использует для образования мощной корневой системы, а не будет сильно спешить расти вверх. Мы тоже, кстати, несколько лет использовали, это было давно, но эта засуха уже нас иногда приводила к такому агроприему. Так как грядки у нас находятся под углом, под уклоном, то вода собирается в нижней части участка. Нам же надо хорошо промочить всю площадь лунок. Ну, Александр придумал лайфхак такой особый. Он создает своеобразную дамбу с помощью старых мисок. И отлично получается. И вся площадь, все лунки хорошо промачиваются. Температура почвы уже 26 марта к вечеру достигла плюс 12 градусов. Что ж, можно начинать. Поэтому завтра, 27 марта, когда Луна в начальной стадии роста, недавно было у нас новолуние, и вот в этом как раз состоянии
И в плодородном знаке Телец мы будем высаживать картофель. Тем более синоптики обещают плюс 16 и солнышко, вот, которые вот быстро нагревают темную почву. Вот это и мы используем заранее, приготовили лунки и залили водой. И все это уже прогревается. И вот долгожданное утро 27 марта 2020 года наступило. Досмотрите наше видео до конца, и вы узнаете, что еще нового мы добавили в технологию выращивания картофеля в 2020 году. Так, первый шаг мы сделали, мы подготовили лунки, а теперь второй важный шаг – это обязательное условие. Мы с агар-агаром готовили фитоспорина. И вот у меня получается здесь 120 литров, 12 ведер вмещается. И я сюда добавляю 4 литра уже готового вот этого раствора. Вот эта бочка мне хватит на наши 7 рядов, которые мы собираемся высаживать. И почему я это делаю? Заранее, сейчас накрою против солнышка, укрою, перемешаю это все. И это в теплой воде. Сейчас вот это дальше будет продолжаться процесс размножения фитоспорина. И сейчас будем дальше сеять, садить. И все по очереди, все вам расскажем, покажем. Итак, следующий этап. Обязательное условие укрыть. Сейчас солнышко, тепло, теплица, и не должны попадать солнечные лучи. Прямые солнечные лучи запрещены сейчас для бактерий, для жителей. Для посадки картофеля все подготовлено. Это у нас бархатцы высушенные, и далее сам картофель, а также у нас есть вот этот прекрасный курник. Это органическое удобрение, куриный помет, обработанный без всяких жителей, которые потом могут испортить продукт. Есть у нас заготовлены рыбная мука, мясо-костная мука. Вот это то, что сейчас будет нужно для посадки. Но сейчас все по очереди вам покажем и расскажем. С этого года мы замачиваем для того, чтобы у нас картофель, корни образовывались не сверху, были только корешки, слабые растения, а для того, чтобы они шли сначала туда. И сюда мы добавляем вот эти остатки. Раньше мы использовали солому, но сейчас соломы у нас нету. И, кстати, дальше тоже не будет соломы, потому что проблема у нас засуха, естественно, не вырастят озимые культуры, и яровые на сухом не растут зерновые. Теперь, что очень важно, я раньше использовала очень активно древесную золу, засыпала древесной золой. Но так как я сейчас использую фитоспорин, поэтому мне нужны живые бактерии, помощники, защитники картофеля, поэтому вот сюда я не использую, только под сидираты использовала древесную золу. Все. Сейчас только органика. Итак, выстилаю вот таким образом дно всех лунок. И далее следующий будет момент. Сейчас я об этом расскажу. Как уложили, можно и до этого, но вот уложили мы дно, сделали вот такой матрасик. И теперь просыпаем снова же очень важные органические вещества. Это рыбная и мясокостная мука. Точно вот как хозяюшки знают, когда готовишь тесто, вот стол нужно посыпать мукой. Вот таким образом посыпаем один вид муки, другой вид муки. Ну и теперь обязательно вот это условие, нужно обязательно вот этот курничок. Много не надо, снова же чуть-чуть просыпаем. По инструкции тут получается на 100 грамм, 120 грамм на квадратный метр. Вот это как раз хватит. Мы здесь частично уже просыпали под перекопку. Вот. И вот таким образом уже подготовлена лунка для того, чтобы посадить картошечку. Вот картофель посажен. Ну, а теперь будет полив фитоспорином. Пожалуйста. Это каррера. Какое семя, такое и племя.
А теперь очень важный агроприем. Это у нас полив. Полив обязательно после того, когда уложены уже все удобрения, уложена у нас картошечка на вот этот матрасик из бархатцев, мы обязательно поливаем. Здесь у нас раствор фитоспорин. Мы делали специально большое количество с агаром. И сейчас вот я уже достала из загашника, там где в холодном месте, очень приятный аромат, очень красиво все получается. Так вот, вот здесь нельзя, почему нельзя использовать древесную золу? Я использую бактерии, живые бактерии. С золой они погибают. Провела несколько уже исследований, несколько раз. Это бесполезное дело. Или золу используем, или же используем живые бактерии, наши помощники. Ну вот, теперь будем закрывать их. Полили, уже вечер, специально, чтобы солнце, прямые лучи не попадали. И будем сейчас все это уже закрывать. Готовить их к тому, что они под одеялком будут продолжать расти. Вот так завершилась наша, практически завершается посадка картофеля. Вот. Картошечки уже находятся под теплым одеялком. Вот завершаем закрывать вот эти луночки. И вот таким образом завершено важное дело в Тельце. 27 марта 2020 года посадка картофеля с использованием элементов, которые использовали частично родители, когда была засуха. Ну а наши уже некоторые моменты, вот это мы добавляем уже, укладывая органические остатки и используем фитоспорин. На этом мы прощаемся с вами, а мы, это Раиса Горяченко и Александр Волик. До новых встреч в новых видео. Впереди много чего интересного. Оставайтесь с нами.